Среди загадок древности есть, по крайней мере, 3 артефакта, взглянув на которые можно задуматься, а существовала ли авиация в том или ином виде до официального ее изобретения в конце XIX века. Артефакт номер 1 – точнейшая карта Рима, выполненная на гранитной плитке. Артефакт номер 2 – еще одна точнейшая карта Рима. Артефакт номер 3 – план города Тамбова 1852 года, выполненный с высочайшей точностью. В чем, собственно, проблема, спросят зрители. Тут дело в том, что если совместить старинные карты со спутниковыми картами, будет практически стопроцентное совпадение. С Земли добиться такой точности с помощью существовавших на тот момент примитивных геодезических приборов задача очень и очень сложная, практически невыполнимая. Альтернативщики выдвинули теорию о существовании в древности летательных аппаратов, хотя бы дирижаблей. Естественно, возникает вопрос, а осталась ли хоть какая-то инфраструктура, которая могла использоваться для перелетов? Кое-что осталось и, естественно, изменило предназначение. Как и многие непонятные сооружения древности стали храмами, так и остатки инфраструктуры для авиации также стали культовыми сооружениями. Рассмотрим мы старинные и не очень колонны Победы, которые есть во многих городах. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее известных колонн, которые имеют 3 общие черты. Дверной проем у основания, винтовая лестница внутри, смотровая площадка наверху. Вот продольный разрез колонны Трояна, чтобы понять, о чем идет речь. А вот несколько известных колонн. Колонна Великой Армии. Колонна Марка Аврелия. Дверь внизу есть. Вандомская колонна. Столб Нельсона. Уничтожен в 1966 году. Колонна Аркадия. Разрушена во время землетрясения 1719 года. Памятник Великому Лондонскому пожару. Я ни в коем случае не эксперт в вопросах прочности колонн и их способности выдерживать нагрузки, смещения или повреждения. Возможно, фотографии разрушения колонны Нельсона дадут нам представление о том, насколько прочными или непрочными могут быть подобные конструкции. Вот небольшое видео разрушения колонны Нельсона. Обратите внимание, дверь присутствует. Берлинская колонна Победы. Или последний древний аэропорт. Я отделил эту колонну от остальных, потому что думаю, что это может быть один из последних древних аэропортов, которые мы можем найти. Для начала давайте кратко рассмотрим ее содержание. Берлинская колонна Победы. Памятник в Берлине, Германия. Спроектированная Генрихом Штраком после 1864 года во знаменование победы Пруссии во Второй Шлезвигской войне. К моменту ее открытия 2 сентября 1873 года Пруссия уже одержала победу над Австрией и ее немецкими союзниками в Австро-Прусской войне и Францией во Франко-Прусской войне 1870-1871, что дало статуе новое предназначение. В отличие от первоначальных планов, эти более поздние победы в так называемых «войнах за объединение» вдохновили на добавление бронзовой скульптуры Виктории, римской богини Победы, высотой 8,3 метра и весом 35 тонн, спроектированной Фридрихом Дрейком. Давайте посмотрим на интересную фотографию. К ней есть любопытное описание. Берлин, дирижабль «Ганза» над Берлинской колонной Победы. Толпа в ожидании датской королевской четы. Интересно, откуда должна была появиться эта королевская чета? На фотографии ниже запечатлен другой дирижабль на той же Берлинской колонной Победы. Подписана она так: «Граф Цепелин пролетает над колонной Победы, 1928 год». Швартовная мачта или башня. Думаю, именно сейчас некоторые вещи становятся более очевидными. Причальная мачта или причальная башня – это конструкция, предназначенная для швартовки дирижабля вне ангара или аналогичного сооружения. Более конкретно, причальная мачта – это мачта или башня с креплением наверху, позволяющим носовой части дирижабля прикрепить швартовые конструкции.
Что такое швартовая мачта? Определение. Когда нет необходимости или неудобно помещать дирижабль в ангар между полетами, его можно пришвартовать на поверхности земли или в воды, в воздухе к одному или нескольким тросам или к швартовной мачте. После их разработки швартовные мачты стали стандартным подходом к швартовке дирижаблей, поскольку это позволило избежать значительных трудозатрат. Фото. Британские парламентарии поднимаются по трапу дирижабля в Кардингтоне, Англия, 1920-е годы. Следующее фото. Дирижабль ВМС США «Лос-Анджелес», перевернувшийся после того, как порывистый ветер с Атлантики перевернул 700-футовый дирижабль на нос в Лейкхёрсте, штат Нью-Джерси, в 1926 году. Корабль медленно выправился, и экипаж из 25 человек не получил серьезных травм. Несомненно, самой известной причальной мачтой, когда-либо спроектированной, был шпиль Empire State Building. Фото. Дирижабль «Лос-Анджелес» пристыковывается к Empire State Building. Ниже представлен план стандартной высокой мачты. Как видите, все довольно просто. Давайте сравним колонну Трояна и причальную мачту дирижабля. А вот швартовная мачта дирижабля Скотт-Филд. Существует множество фотографий швартовных мачт. Некоторые из них устанавливались на кораблях. USS «Лос-Анджелес» пришвартовался к USS «Патока» в 1931 году. У меня есть подозрение, что в конструкции многих других сооружений могли быть предусмотрены швартовные мачты. В конце концов, почему бы и нет? Вы можете увидеть фрагмент чертежа поперечного сечения купола Капитолия США 1859 года. Фото. Дирижабль «Лос-Анджелес» пролетает над Капитолием США в 1924 году. Вот еще интересный столб. Он находится в Огайо. Взгляните на этого монстра. Мемориал Победы и международного мира Перри посвящен битве на озере Эри, которая произошла у острова Саут-Басс в Огайо, где коммодор Оливер Хазард Перри привел флот к победе в одном из самых решающих морских сражений войны 1812 года. Расположенный на перешейке острова Мемориал также прославляет прочный мир между Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами, установившийся после войны. Монумент высотой 107 метров, самая высокая в мире дорическая колонна, была возведена в Пут-ин-Бэй, штат Огайо, многоштатной комиссией в период с 1912 по 1915 год, чтобы донести до людей уроки международного мира посредством арбитража и разоружения. Мемориал был спроектирован по итогам международного конкурса, победителем которого стал проект Джозефа Фрилендера и Сеймура. Еще раз. Он был построен в 1912-1915 годах, чтобы преподать уроки международного мира посредством арбитража и разоружения. Определение слова «преподавать». Преподавать – учить кого-либо отношению, идее или привычке путем настойчивого обучения. В общем, теперь вы знаете, как надо правильно преподавать. Хотите увидеть верх этой колонны, или, вернее, верх этой швартовной мачты? Пожалуйста. Вот еще одна колонна. Колонна Астории. Башня на северо-западе США, возвышающаяся над устьем реки Колумбия на холме Какскомб в Астории, штат Орегон. Построенная в 1926 году, эта конструкция из бетона и стали является частью городского парка площадью 12 гектар. Колонна высотой 38 метров имеет винтовую лестницу из 164 ступеней, ведущую на смотровую площадку наверху. Построенная по образцу колонны Трояна в Риме и колонны на Вандомской площади в Париже, колонна Астории была открыта 22 июля 1926 года. Вот такое, естественно, ошибочное размышление и рассуждение. Ваше правильное, как всегда, в комментариях. До новых встреч, пока!